Да-да-да-да, мы горовики. Зацените-ка, как тут все преобразилось-то. А еще, помимо прочего, у нас теперь есть самолетец. Планы на сегодняшний стрим: слетать на 2 планеты. Это Азиэль и Лутари. И посмотреть, кто там обитает. Так, перед вылетом желательно проверить свой рюкзачок. Все ли у нас есть, что нужно. И теперь можно... Так, а вода? У нас есть джус. Ну и эти кусочки тоже есть. Погнали. Опаньки. Зацените-ка. Какой летательный аппаратище. Чё, прыгаем в самолетец. Сделаем сейчас небольшой кружок здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот те нате, а. Отцепляйся. О, вот так. Кружочек сделан. Можно считать. Так. Посмотрим, как это тут все выглядит. С высоты птичьего полета. Вот этот лес. С деревцами. И отправимся уже непосредственно путешествовать в космос. Вот. Погнали. Навстречу новым приключениям. Так, мы в открытом космосе. Да. Чё, посмотрим по сторонам. Вон там какое-то солнышко. Вот это значит, что по этой планете с кольцами, которая вот она. До нее вообще долететь невозможно. Это я вам точно говорю. Пока, во всяком случае, пока ранний доступ. Это наш Протеус 2. Выглядит вот так. На астероидах, значит, что? Есть минерал. Азуриум называется. Вот азуриум добывается здесь. А мы отправляемся в поисках обсидиана и циркония, потому что у меня не получилось найти эти 2 минерала на Протеусе, поэтому мчим, соответственно, на другие планеты, которых я пока вообще в упор не вижу, кроме вот этой вот с кольцами. А, вот она. Вот она, вот она. Что это? Смотрим. Это Лутари. Погнали на Лутари. Разведаем, какие там дела, что там к чему. Заодно, вполне возможно, найдем недостающие нам ресурсы. Но это не точно. Но хотелось бы. Особенно цирконий. Там с применением циркония столько всего интересного можно наделать. И влетели. Ворвались. Так. Нам самое главное сейчас не улететь. Вот на карте кое-что появилось. О! И нам желательно не улететь сейчас. А то будем долго и нудно путешествовать и искать. Где же это было, будем искать? Я предлагаю приземлиться где-нибудь здесь. Вот кое-что видно, какие-то растения я вижу. И вижу, по-моему, какие-то ресурсы. Заодно осмотримся и узнаем, кто здесь обитает, кто населяет эту планету. На краешке где-то карты, получается, мы приземляемся. Вот как-то так.
Ап, и сразу дамажит. Дамажит почему? Потому что, я так понимаю, температура минус 24. Но дамажит оно так себе, поэтому, я думаю, переживем. Смотрим. Какие-то грибы. Погнали, разведаем. Что за грибы? Что хорошего в этих грибах? Кто такие? Plant. Harvestable. Так, и поочередно используем разные виды оружия. Муншрум, да? Ага, увидели. А у него больше нет. Тогда идем к следующему. Есть желание полностью исследовать эти муншрумы. Делаем слэшем. То же самое добывается, кстати. И вот только по одному разу можно добыть. Так, следующий у нас это Diamond Chisel. И, кстати, нужно будет посмотреть, а появилось ли вообще такое растение у нас вот здесь в менюхе. Да, появилось муншрум на лутаре, но только дело в том, что у него, чем бы мы ни пользовались, не открываются вот эти вот дополнительные. Ну и ничего, зато посмотрим. Так, в этом уже нет, и чизелем мы пользовались. Нам остается вот такой инструмент. То же самое, везде и ножницы нам остаются. Попробуем уже всеми убедимся, что это все так. И со спокойной душой. Здесь есть вариант, кстати, встретить какую-нибудь живность. Насколько я знаю. Сейчас разберемся с грибами с этим. Oxygen Low. Вот это тревожно. С кислородом тут какая-то беда. Беда бедовая. И почему-то мы еле-еле-еле идем. Ладно. Ну, в принципе, то же самое добывается. И я предлагаю быстрее добежать до нашего шаттла, или как его, как ни назови. Самолетец. Пусть будет самолетец. Он там вдали, я вижу, что есть какой-то минерал. Было бы неплохо, кстати, разжиться все-таки недостающими нам минералами. Ну давай на борт. Так, кислородец пополняется. Оп, и снова на разведку. Сегодня весь стрим посвящен планетам. Как-то так получилось. Ты кто? Литий. Только он рич литий. Отличается от того, который был нам предложен на Протеусе. Но на всякий случай добудем. И вот еще что-то есть. Это просто камни. Да, так и есть. Так, а где найти на этой планете что-нибудь из разряда циркония? Либо это вообще не здесь. Далеко все-таки от самолета я предлагаю не уходить. Лучше мы сейчас загрузимся и еще полетаем. Пообследуем. Потихоньку, помаленьку. И поглядываем, естественно, на карту. Может быть, там что-то интересное появится. Но здесь везде только грибы я пока вижу. Одни лишь грибочки. Так. А вот там чего за камушки? Вот это мы сейчас и проверим, а тут много их. Ну, с литием уже и так все понятно. А лития у нас и на этом... А, кстати, на карте-то точки показывают. Можешь подрубить сканер?
Надо протестировать. Во всяком случае. Точки какие-то показываются. Так, литий нам уже знаком. Здесь есть карбон, который нам, в принципе, нужен. Так ё-моё, так вот же циркониум. Да блин, нашел, а? Ой, еще кто-то пришел к нам. Ты кто такой? Не заряжено. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас будем исследовать его. Отлично. Такого я еще не видел. Такую животинку. Так, с циркониумом понятно. А обсидиан? Запомнили. Цирконий есть на Лутаре. Его нужно добыть как можно больше. Карбон тоже пригодится. Но у нас вот тут проблема с кислородом. И с температурой. Это кто? Это рок. Это рок. Камни у нас на... Вон еще цирконий вижу. Вижу. О, да тут циркония валом. Это здорово. Это все нам нужно. Тут кислород бы не проморгать. Вовремя остановиться. Так, предлагаю запрыгнуть, подкачать кислорода и снова на добычу. Потому что, в принципе-то, задача и была набрать циркония в первую очередь. Ну, да не, в первую очередь, наверное, все-таки задача была вообще посмотреть, чего тут к чему. Плюс вот эту сейчас и животинку мы разными попробуем тулами. Что она из себя представляет. Этого я не видел, но здесь есть еще одна животинка. Это я точно знаю. Вот ту я видел, а вот этого товарища, который валяется, сейчас мы познакомимся с ним. Зацените-ка. Unknown Spices. Зацените-ка только. О, инспект. Кто ты? Мун Мантис. Это лунный мантис. По всем признакам. Да, Мун Мантис на Лутаре. О, и с него чего-то можно разными добывать, да? Так, Alien Height. Это нам уже знакомо. Ничего такого интересного. Мясо тоже. Этим тоже мясо. А, ножничками. Тоже мясо, да? Ну и, скорее всего, вот этим это будет кровь. Но у нас канистры нет. No контейнер, да. Но в любом случае, что мы теперь увидим в этой менюшке? Он у нас изучен полностью. Мун Мантис с планеты Лутари. Замечательно. Я предлагаю побродить и найти еще циркония. Циркония много не бывает, а то потом опять сюда придется лететь. Ну, в принципе, это само по себе тоже увлекательное, конечно, занятие. Либо же на данном этапе запрыгнем обратно в самолетец и еще пролетим, посмотрим. Да, так и поступим. Может, еще кого найдем. Здесь, в общем, сложновато бегать на шифте и добывать. Очень здорово расходуется кислород. Так, на борт. А, не проверил этот радар. Сканер ручной. Ну ладно, обязательно проверим при следующей посадке. Нам нужен еще цирконий, и в точке, где он будет, мы это обязательно сделаем. Продолжаем наше увлекательное исследование. Вот какие-то ресурсы показывают слева, судя по карте. А вот то что? Да это же спутник. С ума сойти. На Лутаре, получается, тоже падают спутники. Еще и не один, по-моему, целых два. Мы их обязательно разберем.
из спутника выпадает ценное. Провода, сломанные борды, микросхемки, платы, которых в определенный момент, в которых уже создается дефицит. Вот. Поэтому упустить такую возможность я не могу. Уже по Proteus 2, в принципе, все собраны. Практически все разобраны, точнее даже сказать. Спутники в смысле. Так, мы в руку себе вот так вот сделаем. И погнали на разборку. Я думаю, в принципе, выпадать будет примерно плюс-минус то же самое. Там выпадали баррели, бочки, шланги, аккумуляторы и что-то в этом роде. И в этом духе. Хорошо, фабрикатор теперь у нас. Не фабрикат. О, отлично, ардуинка. А вот этот ручной. Он теперь быстро бы. И провода, это здорово. Провода нам всегда нужны. Так, а у основания? И скраб-металл, ну, который не так уж и нужен. Но пригодится. Где был второй спутник? Где-то я тут между ними постарался сесть, чтобы и туда было одинаковое расстояние. Ну, а по сути, это край карты на Лутарии. Такая же пустыня выходит здесь. Сейчас вот на пригорочек заберемся. И оглядимся. Блин, а где спутник, а? Кто увидел? Кто спер спутник? Вот он. А вот там что-то светится. Где б я еще спутники поразбирала? Нужно было с самого начала игры осознавать важность вот этого всего и собирать. Все, и пипку эту тоже. Да, и в ней как раз таки и выпала нам плата. Но если здесь находится цирконий, то обсидиан, предположу, что находится на Азиэле. Будем искать. Бля, а что он показывает репайр? То есть самолет можно разобрать, что ли? Ну, типа, когда вот с этим инструментом. Так, делаем крюк. Влево. Возвращаемся к нашим баранам. К лунным мантисам. Прибавим немножко. Так, главное не пропустить чего-нибудь интересного, важного и нужного. Вот так. А вдруг и обсидиан? А? Это литий, этого мы знаем. И вообще интересно, насколько большая здесь карта. Так, здесь мы приземлялись, насколько я помню, да? Ну, пока карта прям карта не кончается. Где чего кого? Хорошо, в самолете одно. У него не кончается топливо. Вот здесь, похоже. Вон он, цирконий. У него не кончается топливо. Управление у него, вот, блин, прям очень нужно привыкнуть. У него, во-первых, вверх-вниз инверсия стоит. Я пробовал в настройках выключать, но она на самолете не работает. Вот. И во-вторых, вот это разгон торможения кнопками мыши, это очень непривычно. Непривычно, необычно. Так, пришло время, наверное, воспользоваться сканером. А ну.
Что он нам здесь вообще покажет? Ага, воспользовался. Памс. Болтовочка-то отрабатывает не слабо. Так, и что я вижу, воспользовавшись сканером? И вот там какой-то другой. Ага. Литий, что ли? Нам нужен цирконий. А что-то мне помнится. Цирконий он ни в одном разделе не показывал. Кварц, О, обсидиан. Так это, подожди. Хо-хо. Это что, обсидиан? Че, серьезно? Да, это будет прям здорово-приздорово. Но никакой это не обсидиан, вы нас обманываете. Это вообще серебро. Но это камни, из которого немножко выпало серебра. А вот это? А где наш обсидиан? Это тоже рог. Может, из них каким-то образом через один выпадает? Нет. Но это литий. Нету здесь обсидиана. Нас опять обманули. А вот это что за кусочек? И вон там еще есть. Но это опять камни. Так, ребята, а что же нам думать придумывать? Ну, показывает же вот на карте зелененьким. То есть вот ранний доступ, да, все еще пока... нет, это он литий показывает. А вот там вот два, это что? Diamond. Между прочим, ну Даймонда я сделал вылазку неплохую. Пещеру и насобирал этого Даймонда. Его завались. Ага, появился цирконий. Цирконий. В медиумах. Здесь никого, ничего. То есть цирконий у нас в медиумах красный. А обсидиан такой, как салатовый, получается, цветом обозначен. Лав и медиум, да? Ну хорошо, изначально настроим на лав и медиум. Медиум пусть. Но здесь точно ничего такого нет. Переместимся куда-нибудь другое местечко. Плюс ко всему и оксиджен у нас. Да разгоняйся ты. Так, чего здесь? А если вот как? А как я возьму в руки, а никак, да? В самолете находясь. Вот было бы неплохо, если бы он сканировал прям сразу. Еще бы хотя бы немножечко циркония, ребята. Хотя бы чайную ложечку. А сколько у нас его всего? 22 из 50. Блин, ну нужен стак. Love Density. Но это опять литий он показывает. Литий понятно. И медиум ничего такого нет. Поблизости. Love. Везде и всюду только литий. Пока что. И циркония тоже нет. Придется еще разочек перелететь. Памс. Понад краем попутешествуем. Глядишь и найдем что-нибудь подходящее. Так, здесь много лития. Или вот здесь мы и приземлялись в прошлый раз. В любом случае просканируем. Может быть, чего-то где-то не досмотрели.
Тут все друг на друга похоже. Тут непонятно, был ты уже здесь или нет. Особых таких каких-то отличительных признаков нет местности. Так, и что здесь? Вообще ничего, да? Цирконий в медиумах. Не циркония. Так. А куда что делать? А, он в лав. Литий вижу. Здесь литий и карбон. И всего-то. Угу. Погнали дальше. Вот этого сейчас. Бамс. А вот здесь. Блин, ну вот приходится каждый раз вот это садиться. Немного напрягает. Плюс у него еще такая долгая посадка. Вот только не падай. Ну чё, не захотел. А вот так. И все это хрен пойми как еще и управляется. Но не хочет он здесь присесть. Поддадим тогда. Летаем. Так, свет у него тоже есть. И смотрим на карту, естественно. Вообще ощущение такое, что островок-то этот, он и небольшой. И из опознавательных вот эти две горы и арка. Единственное, на что можно ориентироваться. И вон третья. А вот там вот что-то вижу. Секундочку. Секундочку. Давайте-ка проверим. Даже на карте вон какие-то точки начали появляться. И плюс большая красная точка. Как бы это не база. И вон еще бочка какая-то слева. Мы хотим немножко утолить жажды. Ага. Вот так-то поинтереснее. Или это вот как раз таки спутник он красной точкой показывает. Пока не ясно. Так, перезарядить. Тут где-то гуляла. Животинка. Что это вот тут вот все так и задумано вот это вот висит? Похоже, что не должно быть так. Ты-то чего тут танцуешь перед нами? Да, это всего лишь спутник. А вот это... А вот это уже что-то поинтересней. Алюминий. Ну, наберем, а что нет. У нас алюминий с Протеуса есть. Будет теперь и с Лутери. А вот здесь... Это все алюминий? Это алюминий. А вот это что? Голд. Золотишко. По 2 сразу набе... Я понял, почему Рич. Потому что он его сразу плюс 2 делает. Ага. Вон они как придумали. Так, и что мы видим на карте? Где? Вот это. Но это литий, судя по всему. Вот не похоже на обсидиан.
Но добраться было бы неплохо. Циркония поблизости нет. Погнали, разберем. Сателлит. Как он шустро, классно разбирает. Я прям до сих пор не нарадуюсь этому приборчику. И ничего путевого не выпало-то. А ну, двинем в другую сторону. Oxygen, кстати, никоим образом не пополняется. Вот 59, как было, так и есть. Очень странно. Даже 58, то есть нам нужно рассчитывать, успеть добежать. Вон он, цирконий. Это точно он. Надеюсь. Так, а что здесь? Бля, целых 2 кусочка. Нормально, еще что-то рядом. Цирконий? Цирконий. Самый цирконистый цирконий. Из всех циркониев. Как бы здесь нам с кислородом поаккуратней надо быть. Лишний раз не махать киркой. Только ради циркония. Еще один. Все. И медленно добираемся до корабля. Надеюсь, 22 вот этих процента нам хватит. Где мы? Шип впереди. Ну, так или иначе. Цирконий мы 36 единиц добыли. Прилетели не зря на Лутаре. Не зря. Абсолютно точно. Я так думаю, еще немножечко пролетим и помчим на Азель. Та-дамс. Набираем скорость, высоту. Так, это было все вот здесь, да, у нас? А ну, подсбрось. Надо осмотреться на этой полянке. А вдруг еще есть? Ну там вот есть что-то, но оно не похоже. Цирконий он такой приметный. Летим дальше. Вороночка пустая. А вон еще цирконий. Стопудово я вижу. Я уже его вижу. Стоять. Ну-ка на посадочку. Плавненькую желательно организуй. Давай. Медленно, но верно. Оп. Где этот кусочек был? Это карбон. Был 100%. Вопрос где? Вот он. Найден. Поработаем.
Так, а обсидиан там тоже, да, для чего-то нужен был. Там, во-первых, из обсидиана такой кайфовый ножичек можно было сделать. Как-то он дракон назывался. Вроде бы. Так, заприметил я кусочек прям в полете. Есть смысл нам здесь сканером что-нибудь разведать? Бабамс, бабамс. Ну, Love Density. Так, это все литий. Вот там вот справа получается, да? Ну так и есть. Там все утыкано им. Я так уже понимаю, что кроме вот этих грибов, мантиса и циркония здесь, наверное, ловить нечего. Все, движем. Движем мы дальше. Так, фабрикейтить не надо. Love. Medium. Ничего такого интересного больше не вижу. На борт. И пытаемся попасть на другую планету. И там найти обсидиан. Впереди это Протеус. Азель выглядит не так, как Протеус. Там вроде как обещают, либо уже в эксперименталку добавили навигацию в космосе, но вот сейчас в раннем доступе такого нет. Поэтому мы как-то так пока. Вот то что. А вот и Азель. Он-то нам и нужен. Взяли курс. Курс на Азель. Вперед. Навстречу приключениям. Что нас там ожидает? Сейчас увидим. Сейчас все посмотрим. Вот такая вот планета. Но это даже скорее может быть и не планета, а какие-то спутники. Ну, допустим, того же Протеуса. Или... Так, и сразу влетели в атмосферу. Нужно нам подсбавлять скорость. Что-то долго он как-то горит. Надеюсь, не сгорит дотла. Не хотелось бы такой участи. Так, подожди, я им управлять могу. Так, сбавляй, 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 сбавляй. Пока мы где-то тут, вот карта даже видна. Но карта-то видна, а нет ничего. Или есть, что-то есть внизу, я вижу. Здесь зима. Здесь зима, и вот там я вижу лаву. Туда и полетим. Так, мы не договаривались на сегодня. Интересное сочетание, конечно, придумали. Вроде снег везде, и тут же прям на лаве лежит снег. Ну, я не понимаю такого. Это как? Ну, здесь повеселей. Обстановочка. Вот найти бы что-нибудь. Если вообще что-нибудь здесь есть. Может, здесь и нет ничего. А вот там вот что-то прям красное-красное. Это что? Ну-ка. Не-не-не-не-не. Не так не надо. Ну, я не знаю. Я пока не вижу ничего такого, чтобы могло броситься в глаза. Мы вот сейчас пролетимся по окраине. Плюс я поглядываю все-таки на карту. Здесь нам мешают вот такие вот горы.
Оп. Что у нас тут? А тоже ничего. Везде одно сплошное ничего. Ну давайте по краю еще облетим. Обсидианом, по-моему, здесь и не пахнет. Ух. Как-то переживательно это все. Протеус уже и как бы и домом родным стал. Там все знакомо, все понятно. Там дом уже, да. Наш хабитат, уже столько построек, даже краба вон смогли приручить. А здесь все-таки еще непонятно, с чем придется столкнуться. Выйти мы обязательно попробуем выйти из нашего самолета, но мы выйдем там, где будет что-нибудь интересное. Пока я не вижу ничего такого. А вот какие-то ресурсы начало показывать. А ну, давайте приземлимся где-нибудь. Вот здесь. Попробуем точки на карте, да? И проверим, посмотрим, что это за ресурсы здесь такие. Да их еще и много. И поесть нас. Предупреждают, что нам уже пора бы подкрепиться. Так, что показывает карта? Это у нас что? Даже цвета такого нет, блин. Бам-бам-бам. Хотя он в хай. Точек валом-привалом. Это большая красная, это наш самолет. И где это все? Никель. Никель. Что, никель, что ли? Да. Никель есть. Будем иметь в виду, что на этой планете есть... Да здесь вообще минус 38. Так точек-то сколько, а никеля всего-навсего мы нашли, но зато здесь с кислородом получше дела обстоят. Вот в чем дело. Так. А здесь лава. А что с температурой? Ну это тоже никель. 100%. Дайте обсидиан. О, там кто-то водится даже, глянь. Прям в лаве. Так. Вот эту животинку нам нужно по-любому изучить. Минус 36. А куда она пропала? А вон она. Она или нет? Памс. Да. Ты кто? Это вот знаете, наверное, кто? Паразит. У меня был какой-то один неотмеченный здесь. А, еще один. Ай-яй-яй. Ты тоже умирать. Один был неотмеченный, я точно помню. Так, вот здесь где-то он был. Вот он, Нёрвинг. Но он подписан, что он на Протеусе. Ага. А с этим-то что? Как-то так. Ну, это типа такой же. Что ли? Ближе к лаве температура, соответственно, увеличивается. Странно все это. И больше ничего такого. А ну наверх. Попробуем скарабкаться. И здесь ничего такого. Так, а сканер в руки. Все так же нам показывается литий. И больше ничего.
Тыц, тыц, тыц. Только литий. Один лишь. Движем до корабля. Ну правильно, кстати, по литию соответствует. Вот эти все кусочки, они просто снегом занесены. И кажется... Так вот, кажется, что там и нет ничего. Именно поэтому поиск ресурсов на Азиэле будет затруднительным. Вероятнее всего. Ну, пролетим еще, посмотрим. Не может быть здесь только никель. Где тогда вопрос искать обсидиан? Ничего в глаза пока не бросается нам. Так, это мы опять понад краем. Варим. Что здесь? Ничего. Так. Разворотец. А то мы улететь можем и за карту. Легчайшим образом. Так, здесь. А ну подсбавим мы скорость. Слишком, по-моему, быстро. По краям, да. Ну такое исследование, да, по-другому как? Я не знаю, как по-другому ориентироваться на незнакомой планете. Да не может такого быть, чтобы не было ничего вообще. Будет неинтересно. Для чего тогда планету создали? Просто вот это вот. Никель подобывать. Никеля у нас и на Протеусе валом. Дайте нам молибдена. О, не молибдена, а этого обсидиана. О, обсидиан. Дайте. Ля, тут еще вон чего-то падает впереди. Смотрите-ка. Или что это? Что это вообще такое, а? И как-то одна в одну сторону, другая в другую. Непонятно. Но я как бы сомневаюсь, что прилетит с метеоритом, прилетит сюда. С метеоритом, скорее всего, тот же уран и будет падать. Почему-то у нас перестала видеться карта. Мы что, настолько далеко улетели от всего самого интересного? Тут где-то вообще он там в атмосфере сгорел. Если здесь вообще есть атмосфера. Понятие такое. Куда отъехала карта? Кстати. А вон еще какой-то... О, карта появилась. Карта появилась. Это уже... А, о, я чего-то вижу. Так. А ну давайте попробуем здесь приземлиться. Там были какие-то ресурсы. Не хочет, что ли? Здесь типа неровно, да? Или нормально? Вроде как сел, а выходить не хочет. Так, значит, ненормально здесь. Вот здесь. А ну еще чуть-чуть. А ну вот здесь. Но там точно что-то было. Я видел. Сейчас будем узнавать. Закинемся кусочком. Так, самолетец у нас нормально все. Оп. Вон там появлялись, да?
Где-то было. Но видел я их вот здесь. Как ни странно. Да взбирайся ты. Чего ты? Что-то не хочет. Блин, ну, конечно, здесь рельеф такой. 110 градусов. Да нет, пожалуй, туда мы не пойдем. И это все тот же... Кто? Никель? Литий. Не, ребят, литий нам нафиг не вперся. Дайте нам чего-нибудь другого. И здесь вообще в криве в кость работает радар. Вот мы рядом с кусочком, а нигде не показывает. Так, и плюс где-то вон там показывал он. 75. Ну я даже не знаю. Только не это. Только не упади куда-нибудь вообще в эту пропасть. Ну ее нафиг. Где-то вот там показывал. Якобы что-то имелось. Мы, конечно же, сбегаем. Вот какие-то камни, да? Это что? Медь. У нас, кстати, это очень здорово. У нас на Протеусе медь закончилась. Ее вообще негде добыть. Собираем все возможное. Медь, ну ты подумай. Может, они так и задумали исчерпаемые ресурсы, чтобы потом летать на другие планеты и добывать. Это мы удачно здесь приземлились, я вам скажу. Очень даже. Здесь меди валом. И она нам нужна. Не-не-не-не-не, все до кусочка давай. Нефиг. Не ленись, дружок. Давай, собирай, собирай. Колупай ее. Тем более с кислородом здесь проблемы не будет. Корабль мы не потеряем. У нас есть на него меточка на компасе. Угу. И там он еще впереди что-то есть. Да мы сейчас медными магнатами будем толкать будем по всей системе Осирис. Так. Странно, почему это все дело не показывает в сканере. Потому что все криво работает в раннем доступе. Либо потому что это вообще вся история, она еще не доделана. Скорее всего так. Ну, пару стаков меди нам по-любому нужны. Прям сказочно. Даже и не думал, что именно здесь мы медь найдем. А может быть и даже неспроста она там кончилась на Протеусе. Чтобы это каким-то образом двигало тебя полететь куда-то на другие планеты и найти ее в другом месте. Вон оно что. А может нет. Может это просто чисто случайность. Я не знаю. Пока. Пока не знаю. Так, ну меди набрали. Меди почти 2 стака. Почти. Сделаем еще небольшой облет. И вон виден наш дом вот отсюда. Вон там. Да. Отправимся туда потом. А вот там что? Блин, как же сложно без радара-то искать. Это все. Если мы его в ручки возьмем. Оп. Да, вот с медью вот такая петрушка. То же самое, что и на Протеусе. Он ее вроде показывает. И показывает много, но по факту ее нет. Вот как раз до стака нам надо добывать. Что-то мне манится вот туда сходить еще. Ну, это, наверное, потому что мы ее просто всю собрали. Да? Наверное. А что, я сюда? Что меня притянуло сюда? Здесь вообще ни хренашеньки. Слово совсем.
Ни животных, ни растения, ни хрена вообще такого подобного, ничего нет. А вот тут, ну, посмотрите, какие виды отсюда открываются. А. Ничего так. Че по температуре? -5, в принципе, терпимо. С температурой. Да неужели здесь прям от слова совсем еще ничего не придумали? Должно же быть хоть что-то. Хоть что-то интересное хотя бы. Так, но эту реку огненную мы не перейдем. Там температура высоковато будет. И плюс мы вот передвигаемся на данный момент местности. На карте нифигашеньки нет. Хорошо, хоть вообще не промеж текстур мы тут бродим. Так-так-то. О, кто-то рычал. Слышали? Или показалось? Да было, точно. Кто рычал? Ну-ка, покажите, кто здесь обитает. О, фу-фу! Здорово, братва! Отлично! Здесь есть кто-то живой. Бамс. Бамс. Кто еще? Кто еще такой смелый? А вот еще. А этот какой-то другой? Или нет? Выходи. Мы на тебя посмотрим. А куда эти делись? А, вон они маскируются, между прочим. Их хрен различишь. О, какой. Привет. Все одинаковые, что ли? Ну, похоже на то. Похоже, что все одинаковые. В любом случае, в копилочку. This is a pop-up. Хукроч. Слушайте, а появилось какое-то растение, по-моему, да? Это то, что мы собирали, типа. Так. Да, и нигде. Зацените-ка прикол. Нигде он не появился. Мунмантис появился. А вот эта азиэлевская животинка почему-то не появилась. Хотя вот с него примерно то же самое собирается. Ага. И чем там еще? Мы хотели его ножничками и вот этой приблудой проверить на прочность. Угу. Ну и скорее всего Alien Blood. А у нас типа напишут, что так это ножницы. Мы так не договаривались. Ну, контейнер, да. Согласен, контейнер мы с собой не взяли. Укроч. Вот такое вот зубастенькое. Но они прикольно, они маскируются под этот все, под снежок-то. И их еще даже не прописали. Получается так, потому что я не вижу вот в этом списке их. Да-да-да-да. Ладно. Некогда объяснять, зато теперь наверняка знаем, что эта планета обитаема. А где корабль? Идем к кораблю. К воздушному суду. Тыц, тыц. И вот сюда. Так. Блин, ну классно, что они выползли на нас, я так думаю. Хотя бы... Хотя бы что-то. Еще бы растение какое-нибудь найти. Ну или минерал. Да и с медью нам здесь подфартило, можно сказать, а? Не слабо так. Тут по меди у нас проблема намечалась. Конкретная. Ну, эти у нас есть. Литий. Богатый литий. Есть бедный литий, а есть богатый литий. Вот это был богатый литий. Так, что отсюда? Мы можем наблюдать. Там. Ничего. Больше нет. Но полетаем еще.
Вот глаз-то зацепился за эти минералы. Я их увидел. Вполне возможно, увидим что-нибудь еще. Памс. Погнали. И не вполне возможно, а совершенно точно нам сейчас нужно будет перегружаться. Потому что игра в очередной раз говорит об этом нам, что пора. Так, сейчас приземлимся, перезагрузимся. И еще вопрос, сохранится ли он вообще здесь или же нет. Да сбавь ты скорость, ну блин. Не надо так быстро. Да блин, перекрутил. А, так тут какие-то вообще отдельные между собой, походу, не связанные. Вот я... Ага. То вдвойне веселей. Такие чудеса. Либо она как-то вообще клочками, отрывками нарисована. И ничего хорошего здесь не будет. Ладно. Приземлимся. Попробуем... Попробуем перезайти. Я надеюсь, она у нас не отъедет. Мне будет жалко меди. Столько насобирал и циркония. Уже немало. Не хотелось бы, чтобы она отъехала. Ух ты! Это что за кусочек? Да ну нафиг. 71 градус. Здесь, однако, жарковато. Как ни крути. Так. Мы это дело хотим разобрать. Если вдруг... Что, только металл? Ага. И вон еще кусочки. А что-то как-то температура большая, но она особо нас не дамажит. То есть, это все дело было когда-то и кем-то обитаемо. Я так понимаю, если здесь есть постройки, и здесь есть вот эта живность. Интересно. А что еще интересного здесь есть? Ресурсы. Но только не вот эти. Этих у нас много. Эти у нас есть, этих у нас много. Или это мы опять сюда же вернулись? Что-то здесь все друг на друга похоже. И непонятно. Так. Что там с температуркой? Литий. Лития у нас много. Так, ну попробуем сделать перезаход. Что она по этому поводу нам скажет? Ну, игра в смысле. Загрузит ли она нас вообще? Сол 38. Да загрузила, еще и пейзажи эти рисует. Азиэльные. Азиэлевские. Или как там? Как там правильно? Хрен его знает. Так, это мы подхилим. Это не беда. Погнали дальше. Все-таки цель сейчас одна. Вот эти все ресурсы, которые собрал, доставить на базу. Это важно. Без них там потом будет сложно. Так, а что здесь? Смотрим. Мы же на разведке. Как ни крути. Так, вот тут вот камушки какие-то есть. Что за камушки? А ну-ка, признавайтесь. Придется приземляться. Между прочим, скорее всего, до выхода релиза это заключительная будет серия, заключительный видос. Gold. Потому что на данном этапе нет понимания, что же все-таки дальше. У нас нет никаких миссий.
У нас непонятная история вот с этими планетами. И будем ждать. Либо какое-то крупное обновление, потом снова зайдем, посмотрим, что поменялось. В принципе, все то, что я хотел построить. Ну, не все, конечно, но еще построю. Но задача улететь с Протеуса, она, в принципе-то, Оп. А тут кто-то до нас. А ну-ка сюда. Ты что это? Ты что это придумал? Мы ж тут вроде гости. Никак. Так, это что? Походу все золото. Ну, ресы есть. Блин, где ресы такие, которых нет? Крестик на снегу, конечно. Крестик прицела, в смысле. Все сливается в одно. Как-то вот так приходится. Ну, золото, да. А они какие-то отмороженные, замороженные. Че вот он стоит, делает? Молится или медитирует? Ух ты! Да еще подпрыгивает. Вот эта тварь. Ладно, будем добывать. Вот золото хотя бы и рич написано, но почему-то добывает по одному. Не добывает по два. Почему, интересно? Еще кто-то к нам пожаловал. Где ты? Иди сюда. На прицел. Ты где? А? Ну-ка, выходи. Че прячешься? Умпс. Готов. А тут что? Тоже золото. Везде и всюду золото. Даже собирать все не буду. Но еще немножко. Увезем это все. Привезем с другой планеты. Положим в наш сундучок. Минеральный. Минералевый. Вот. И потом из этого золота какие-нибудь провода будем делать. Там для провода нужна резина, золото и медь.
явление. Это Лутари. На Лутаре мы были. На Лутаре мы уже были. Сбавляем скорость, ищем нашу родную планету. Это мы только что отсюда свалили. Еще вот теперь вопрос в поисках нашей родной планеты. Так, и как она выглядит? Она вот... Почему-то у меня кнопки местами поменялись. Теперь вот эта кнопка сбавляет столбик. А, вот. Они как-то перекрутились. Так, где... А теперь вопрос, где Протеус? Как нам это все доставить? А? Кто знает? Ну, про синюю я говорил, я пробовал, как бы очень долго. Около получаса туда пытался долететь, и в итоге не долетел. Оп, а не, это все даже Лутари. Или с нее потом прыгнуть, а то по-другому, наверное, никак. Press Space, Throttle. Ага. Давайте на нее прыгнем, а с нее уже попробуем найти нашу планету родную. Без навигации по космосу, конечно, тоже такое себе. Просто на ощупь тут летаешь, и домашнюю планету сложно потом найти. Так, чё, где мы? На Лутаре, да? Такая вот история. Так, какую сторону? Нам сейчас нужно увидеть Протеус. И стартануть, собственно, на него. Где вообще Протеус? Это не Протеус. Это Азиэль. Куда делась наша родная планета? А? Так нечестно. Хочу домой. Вон она. Давай. Жми. Жми. Да. Погнали. Давай, 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 туда нам надо, да. Нам нужно привести все ресурсы. Будем в плотные слои атмосферы. Да. Такое ощущение, плохо они сделали, как будто в нее врубишься. Вот еще плюс вот это, когда он начинает гореть при входе. Ну, я понимаю, конечно, что это так задумано, возможно, но страшновато. Я первый раз думал, что все, хана. Куда-то не туда залетел, влетел. И что-то произойдет нехорошее. Ну, давай. Так, вон там он где-то газ клубится, я вижу. Почему мы до сих пор горим, а? Кто ответит? Так, хабитат. 2000 метров. И опять она нас заглючила. Как бы приземлиться. С такими глюками. Ладно, мчим. Ничего такого. Немножко отвернемся от хабитата, и по идее должно ее разглючить. Ох, ну прям совсем все плохо. Слетали, называется. Но хотя бы мы уже прям вот-вот и дома. Да, с оптимизацией, конечно, надо ребятам работать. И с Phoenix Fire.
Надеюсь, с ближайшим обновлением они все эти вещи поправят. Так, хабитат вон он. Приземлиться нам надо где-то вот здесь. Так мы и поступим. Дом, милый дом. Добрались. Погостили и хватит. Оп. И тут нас кто-то уже хочет сразу же прям атаковать. Кто это? Вот это, что ли? Ай. Перезарядка. Да ты не... Оп. Готова птичка. Птичка в клетке. Да, посадил так посадил я его. Конечно. Прикольно. Крабежник на месте ждет. А, еще у меня там сборщик ресурсов. Я его карбон отправил собирать. Интересно, сколько он там в итоге нарубил-то карбона этого. Сейчас сбегаем, проверим его старания. Так. Ура! Ура, ура, ура! У нас появился цирконий. С цирконием можно там чего-то будет много чего интересного настроить. Пусть и немного, но он есть. И меди мы тоже разжились. И вот как-то это все вот так. И золото, и никель. Все с другой планеты притянули домой. Все в дом, все в семью. Напомню, азурниум добывается на вот этих, на орбитальных, как их назвать, метеоритах, что ли. Язык не поворачивается метеоритами их обозвать. На орбите, короче. Есть азурниум. Так, еще мы там надергали каких-то проводов. Это все тоже нам нужно. Не выбрасывать же. А, только вот этот пластик оставьте. С помощью вот этой металлической пластины и пластика можно воткнуть маячок, и потом легче будет ориентироваться. Ну и ардуинку тоже. Так, по дефолту идем в дом, на кухню. Сохраняемся и пойдем проведаем нашего рудокопа. Робота рудокопа. Мясо. И вот сюда закинем. А кстати, у нас такой-то и нет. Муншрум. А это? А это фунгус. Не такая. То есть у нас в нашей коллекции пополнение. Мы схаваем кусочек вот этого мяска. И сохранялочка. Так. Я уверен, что нам придется опять перегружаться, дабы у нас не тормозила картиночка. Еще вот странное явление, в постройках почему-то не показывают лаборатории. Вот бараки есть, биодом есть, вот эта труба есть, хабитат, аэрлок, а лаборатории не показывают. От слова совсем. А она есть. Вот как тот суслик, которого не видно, а он есть. Так и здесь. Мне прямо интересно, сколько он там карбона смог насобирать. Потому что карбона было маловато. И я его специально туда привел. Но он тоже какой-то тормознутый. По-честному, здесь все роботы тормознутые. Как-то они работают явно криво и неправильно. По цирконию. Куда нам нужен был цирконий? Во-первых, создать вот этот циркониум Circuit Board. Он нужен будет... А, здесь и кубик, и циркониум плейт, чтобы апнуть еще раз фабрикатор. Вот, как-то так. Но для начала проведаем сборщика. Ну, вон зелененькая точка, он где-то там. Где-то там, что-то он там делает, собирает. Вот я офигею, если у него сейчас там ресурсов набрано. А там еще и магнезиум, если он нас собирал. Магнезиум нам тоже нужен. Если мы его сейчас вообще найдем.
Может, там заблудился. Вот куда показывает зеленая точка? Где ты? Чудо. Это что? Это рог. Рог нам не нужен. Это что? Право. Желтеньким. Карбон? Нет, никель. Ну, рубанем. Рубанем немного. Все равно мимо пробегаем. Но здесь, в этом биоме, также кончается кислород. Как и на Лутаре. Очень быстро, когда бежишь, либо когда орудуешь чизелем. В моем случае алмазным. Но здесь восполняется, а на той планете он как бы совсем не восполняется. Так, и где? И где? А что вот это такое зелененькое? Так он там где-то и бродит. Вон пыль от него стоит. Что-то добывает, смотрите, копает. Такой, работает, блин. А я на него подгоняю. Привет, дружище. Так, Open Inventory. Ух ты! Да ты красавчик. Ты посмотри, сколько он нам всего тут налупил. Продолжай, продолжай в том же духе. Только камни не собирай, они нам нахрен не нужны. Это что? Молибден. Молибден мы и сами нарубим немножечко. Так, и надо бежать на базу. Попробуем мапнуть наш фабрикатор. Бля, мы и он, и я его собираем. Друже, расслабься. Так, все, я ушел, а ты там продолжай. Странно, почему он не насобирал магнезия? Кусочек золота. Золото. Где-то... Где он медь вообще нашел? Ну ладно, карбон. Карбона много, карбон нам нужен. Это круто. Молодец. Много зеленых точек. Молибден. Так, движем на базу. Создавать кубики циркония и все такое прочее. Обсидиан мы не нашли. И еще предстоит, если он вообще здесь где-то присутствует в каком-либо виде. Oxygen 50% показывает. Ну да, как-то так. Сурово. Суровая местность. Это все еще там ночью так шикардосно светится. Ай. Больно. Я уже вижу наши пальмы. Так, кубик циркония, циркониум плейт. Что-то там еще. Сейчас попробуем замутить. Как раз уже будет апнутый, когда фабрикатор, будет очень здорово. Где это все делалось? Как в печке про цирконий и не слышали, а вот в этой, по-моему, слышали и знают. Вот это делается так: цирконий, магналиум, каст айрон и сталь. А цирконий, магналиум, каст айрон. Окей. Так, цирконий, магналиум и каст айрон. Ты не магналиум и каст айрон. Так, вот эту табличку мы уже можем сделать. Табличку. Циркониум плейт. Циркониум. Секундочку. Я взял меркурий вместо циркония. Сорян. Вот он, цирконий. Да. Сейчас все должно у нас получиться. И нам, по-моему, и вот это тоже нужно. И вот это, да? Железо, тин, хромиум. Железо, тин, хромиум. Железо, тин, хромиум. Железо. Вот. Тин. Серебра мало, да? Цинк. А где же тин? Тин черный, что ли? Кто видел тин? Признавайтесь. А его нет у нас, что ли? Че, совсем? Ай-яй-яй. Тин немножечко есть. И что там еще? Что еще нужно было? И хромиум. Хромиум. Молибдениум. Сильвер. Цинк. А хромиум где? Или хромиум там это слиток был? Не, вот он. Вот он. Все есть у нас. Так. Делаем вот эту. И делаем вот это. 2,
3. И вот эту еще, наверное, одну. Все равно Cast Iron закончилась, да? Так. Так. Что-то там еще было нужно. Я забрал. Смотрим. Цирконий еще и в лаборатории там нужен для чего-то будет, поэтому... Оп. Апгрейд. Ага. Нам нужно циркониум Circuit Board. Она у нас кубик циркония цирковой есть, синие батарейки есть. Кубик циркония. Где он делается? В химстанции? Или в химстанции, или в 3D принтере? Нет, не в химстанции. Кубик, я точно видел, где-то он делается. Кубик циркония. Да-да-да-да. А где? Ну не в печке же. Ну, нет. Так он, может, там же и делается? В фабрикаторе. Кубик циркония. А? Ну был же где-то, я точно помню. Кубик, сделайте нам кубик. Нет, здесь-то да-да-да. Кубик циркония. Нам нужна для того, чтобы вот эту сделать, да? Угу. Где же кубик? Дайте 2 кубика циркония. Ну блин, ну как нет, а? Здесь нет. Я знаю, где кубик. Химария в этом... В Обитате. Там тоже есть химтейбл. И в нем это все и делалось. Да. 1, 2, 3, 4. 4 кубика дайте нам. Да. Пусть будут. Здесь же можно карбон из сока сделать, надо запомнить. Хотя нам этот товарищ наш карбона натаскал нормально. Так, и синяя батарейка. Синяя батарейка, я знаю, где у меня есть. Если даже нет, то мы ее сделаем. Не проблема, в принципе. Так, дефолт. Где? Блин, а синей батарейки нет, что ли, да? Тогда возьмем красную. И там чего-то как-то из красной делаются синие. Блин, а куда я их все потратил? Были синие. Точно помню. Куда все вообще девается? Да-да-да, непонятно. Так, синюю, электрум. Вечный крафт. Хоть бы был слиточек электрума. Электрум есть, да еще и не один. Это здорово. Сейчас потратится какой-нибудь ресурс туда, на батарейку, и не будет хватать на ап. Так всегда и бывает. Так, батарейку однозначно нам нужна. Забрали. Ага. И? Та-да-да-дам. Ага. И есть такое дело. Забрали. Апгрейд. Charge цел. О, блин, она из чего-то матерого. Азурниум синяя еще нужна батарейка. Так, азурниум и стеклышко. Все есть. Только отдай мне вот эту, наверное. Азурниум и стеклышко. Не зря я его там собирал. По этим орбитальным каменюкам. Азурниум. Это не здесь. Это-то. Оп. Готово. Оп-оп-оп. Так, а стеклышко? Блин, да одно есть. Ну, нам одно и вроде как и надо. Значит, все у нас правильно. Пока что. Такс. Чем мы хотели вот эту штуку, да? Нам ее одной не хватало. Ага. Charge цел. Так, давайте же теперь апнем. Да. И нам там что-то пооткрывается. Еще. На что в жизни нигде ресурсов, наверное, не найдешь. Ага. Так. Ух ты. Гидроген канистра. Азуры рифл. Да тут оружие немерено. Кобальт болт.
Вот это нам прям точно нужна. Она будет как вот эта болтовка, только еще мощнее. Ух, как оно. Крио Рифл. Гидроген Торч. Но это все про оружие. Это все про оружие. И вот, кстати, мы можем на костюм сделать... Что он добавляет? Hit Resistance плюс 10 и Cold Resistance. Hover Fuel Recharge X11. Давайте попробуем ее слепить и приделать первую модификацию на наш скафандр. Чпаньк. Покажите наш скафандр. Игровик, выйди отсюда. Так, и вот эта вот штукенция, она Suite System клеится, да? Где чего кого, поднакинем здесь. Ага. Ну и вот чего-то она нам будет улучшать. Heat и Cold это что-то связанное с температурой. И где она, кстати, появилась? Вот она появилась. Вот прям на скафандре видно. Вот это оно и есть. Потом то же самое можно будет на ноги и на шлем. В зависимости от того, чего мы в итоге хотим. Вот, как-то так, игровики. Та-да-да-дам. На сегодня все. И будем ждать либо обновлений, либо релиза. И дальше продолжим уже там. Пока-пока. Не бойтесь эксперимента. И совершайте великие поступки.